Привет, оперативники! Вы как всегда на канале Mobile Gamer, и в данном видеоролике мы разберем все последние новости по всеми вами ожидаемой мобильной CQB игре, а именно War in Arms. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. Знаете, если честно, мои дорогие друзья, мне уже достало то, что некоторые индивидуумы, а также тупые люди утверждают то, что разработка War in Arms прекратилась и игра умерла, но это не так. Именно 15-й девлог по счету, который связан с разработкой War in Arms, который был недавно опубликован на официальном YouTube-канале iMove, опроверг эти слова. И я сразу хочу отметить, что игра никоим образом в глобальный релиз не выйдет в конце этого года, она появится в начале следующего, а именно в 2022 году. Да, вы сейчас можете сказать, что ты, Mobile Gamer, в предыдущих видеороликах на данную тему рассказывал, что War in Arms обязательно выйдет до конца этого года, но этого, к сожалению, не произошло по многим причинам, так как для многих разработчиков War in Arms это не основное место работы. Да, создание игры идет весьма медленно, но уже до конца этого года ожидается открытый альфа-тест War in Arms, а затем уже открытый бета-тест, после чего на начало следующего года, а именно на 2022 год, запланирован глобальный релиз игры. Но если не верите мне, можете посмотреть последний девлог iMove, там все подробно рассказано, только уже на английском языке. Я же хочу сказать, что в дальнейшем в этом видеоролике я успокою многих зрителей, которые думают и которые обеспокоены, что War in Arms в будущем провалится, и поверьте, этого не случится. Как недавно сказал iMove, у разработчиков War in Arms, а именно у компании Runcamp Games, которые по сути являются инди-разработчиками, есть уже целых 4 инвестора, а именно 4 крупных китайских компаний, названия которых по понятным причинам сейчас нельзя называть. Также на данный момент прогресс разработки War in Arms продвинулся очень даже неплохо вперед, который подтвердил главный разработчик игры, а именно всеми вами известная личность под названием Мигель Дудетру. Именно он подвел итоги по развитию War in Arms, о которых я рассказал еще в начале данного видеоролика, и который очень даже поведал много информации по разработке самой игры. А самое крутое это то, что разработчики наконец-таки услышали нас, простых игроков, и исправят огромное количество багов и ошибок перед началом альфа-тестирования. И хочется начать с того, что наконец-таки разработчики изменили общий дизайн начального оперативника под названием Руки, который стал более современным и более проработанным, нежели ранее. Если честно, теперь Руки наконец-таки влился в общую стилистику War in Arms, а также выглядит очень даже по-военному. Не знаю как вам, но мне теперь моделька Руки очень даже понравилась, ну а вы можете написать свое мнение в комментариях по данным видеороликам, будет очень интересно его почитать. Также не только iMove, но и я заметили, что многие мобильные игроки были недовольны планировкой первой карты под названием Оазис, и теперь наконец-таки разработчики поработают над ней. Будет улучшена общая планировка карты, добавлены новые объекты, чтобы наконец-таки карта Оазис ощущалась более тактически, и ее полюбили даже фанаты умершей Area 2. А сам самолет, который доставляет атакующих оперативников на карту Оазис, будет изменен, и его модельку без текстурирования вы можете видеть сейчас на экране. Как по мне, выглядит очень даже неплохо, футуристично и в общей стилистике War in Arms. Так что к открытому альфа-тестированию игры карта Оазис заметно преобразится, она будет более тактическая и на ней будет очень даже интересно играть. В общем, как сказал Мигель Дудетру, она очень даже понравится всем фанатам умершей Area 2. Очень надеюсь, что его слова окажутся правдой, иначе War in Arms в будущем ждет провал. Но помимо всего этого, iMove и Мигель Дудетру показали еще очень даже много новых подробностей, связанных с разработкой игры, так что давайте сейчас их подробно разберем. Теперь, как вы можете понять, в скором времени War in Arms добавит новый плент, который будет отличаться от такового, который мы видели, к примеру, в Area 2 или в той же Радуге на персональных компьютерах и консолях. А его уникальный дизайн, который отлично вписывается в общую стилистику игры, делает этот плент только красивее. Также очень даже неплохо и интересно выглядит зарисовка щита, которая является спецспособностью одного из оперативников, который в скором времени появится в War in Arms. Сам щит выглядит достаточно уникальным и не похожим на другие мобильные и не только CQB игры.
игры. Тут тебе и стекла в самом щите, тут и возможность стрелять из-за укрытия, которое наверняка повысит количество тактических решений в самой War and Arms. Но пока что выглядит все очень даже неплохо, так что будем ждать и надеяться, что разработчики нас не подведут. Но помимо всего этого, на данный момент ведутся работы над различными модулями для оружий. И в последнем 15-м девлоге iMove нам показал модельку прицела, правда без текстурирования. Моделька как моделька, но очень даже хорошо, что разработчики двигаются в этом направлении, так как очень даже часто мобильные игроки в бою используют прицел. Так что в дальнейшем ждем еще больше новостей от самих разработчиков по поводу оружия в War and Arms. Ну и как по мне, самым интересным концептом, которым в скором времени появится в War and Arms, является ударная граната. Согласитесь, ведь ее дизайн выглядит очень даже интересно и футуристично. Ну а самое интересное это то, что она предназначена для разрушения различных поверхностей, в том числе дверей и укреплений. Да, она не будет наносить столько же урона, как обычная граната, но она уж точно разнообразит геймплей в самой War and Arms. Так что я очень надеюсь, что сегодняшний видеоролик вам очень даже понравился, так как уже в скором времени мы наконец-таки сможем поиграть в открытый альфа-тест игры, так что будем ждать и надеяться. Ну и если у вас остались какие-то вопросы, связанные с разработкой War and Arms, то смело задавайте их в комментариях под данным видеороликом. Мне будет очень даже интересно их почитать. Но на этом, к сожалению, данный видеоролик подошел к концу. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по разработке War and Arms, но и по другим мобильным CQB играм. До скорого!